Первые реакции. Так рушились иллюзии, одна за другой. И тогда явилось нечто неожиданное — черный юмор. Мы ведь поняли, что нам уже нечего терять, кроме этого до смешного голого тела. Еще под душем мы стали обмениваться шутливыми или претендующими на это замечаниями, чтобы подбодрить друг друга и прежде всего себя. Кое-какое основание для этого было, ведь все-таки из кранов идет действительно вода. Кроме черного юмора появилось еще другое чувство, что-то вроде любопытства. Лично мне такая реакция на чрезвычайные обстоятельства была уже знакома совсем из другой области. В горах, при обвале, отчаянно цепляясь и карабкаясь, я в какие-то секунды, даже доли секунды, испытывал что-то вроде отстраненного любопытства. Останусь ли жив? Получу травму черепа, перелом каких-то костей. И в Аушвице у людей на короткое время возникало состояние некой объективизации, отстраненности, мгновение почти холодного любопытства, почти стороннего наблюдения, когда душа как бы отключается и этим пытается защититься, спастись. Нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Как, например, мы совершенно голые и мокрые выйдем отсюда наружу, на холод поздней осени. В тот раз, кстати, никто почему-то не схватил даже насморка. Впоследствии у нас бывали подобные тривиальные поводы для удивления. Те из нас, кто изучал медицину, имели возможность убедиться, учебники лгут. В них написано, что человек не может обходиться без сна более стольких-то часов. Вранье. Это только выдумки, что человек не может того или иного делать, не может спать, если не может жить без... В первую же ночь в Аушвице я спал на трехэтажных нарах, где на каждом этаже размером примерно 2 на 2,5 метра лежали прямо на голых досках по 9 человек, на которых полагалось 2 жалких одеяла. Мы, конечно, могли уместиться только лежа на боку, тесно вжавшись друг в друга. Впрочем, в нетопленном бараке это было не лишним. Брать наверх обувь было запрещено, и только в высшей степени нелегально кое-кто решался использовать ее в качестве подушки. Впрочем же, не оставалось ничего другого, как положить голову на согнутую в локте руку. Но сон, вопреки всему, приходит, приглушает сознание, дает возможность отключиться от всего ужаса, всей боли этого положения. Из других подобных неожиданностей можно упомянуть следующее. Разумеется, пришлось забыть о зубных щетках. Разумеется, мы испытывали жесточайший авитаминоз, но состояние десен было лучше, чем когда-либо раньше, в периоды самого здорового питания. Да мало ли что еще оказалось возможным. Полгода носить одну рубашку, пока она буквально не истлеет на теле. Много дней подряд не умываться, потому что замерз водопровод. Не мыть руки, вечно грязные от земляных работ, и обойтись без ран и воспалений. Правда, до тех лишь пор, пока не начались отморожения. Или человек, которого прежде будил малейший шорох в соседней комнате, сейчас засыпает, едва свалившись на нары, спит бок о бок с товарищем, храпящим ему в самое ухо. Приходишь к выводу, что прав был Достоевский, определив человека как существо, которое ко всему привыкает. Если бы нас спросили, насколько это верно, мы бы ответили «да». Это так, человек ко всему привыкает. Но не спрашивайте нас, как.